Всем привет! В англоязычном ютубе уже есть много видео о том, как много иностранцев попадают в тюрьму, либо находятся под арестом. Сегодня расскажу вам историю одного иностранца. Для удобства назовем его Эд. Эд вышел на пенсию в июне 2023 и решил переехать на Филиппины. Его выбором стал город Сибу, как город для жизни на пенсии. У него была хорошая пенсия, большие накопления и все у него было хорошо. Ему было на тот момент 64. Он снял кондо недалеко от IT-парка. Он знакомился с людьми, встречался с девушками, просто хорошо проводил время и наслаждался жизнью. В августе 2024 он познакомился с филиппинкой по имени Мэри. Ей было 38 лет, и у нее была 10-летняя дочь. Она работала в IT-парке. Им нравилось проводить время вместе, и они решили съехаться. Мэри с дочкой переехали жить в кондо Эда. Они жили вместе, отлично проводили время, и у них были хорошие отношения. Она ходила на работу, дочка ходила в школу, а он занимался своими делами. Эду надоело через время жить в Сибу, и в январе 2025 он решил переехать в Давао. Он предложил Мэри переехать в ее родной город. Ей понравилась эта идея, он сказал: давай переедем, ты уволишься с работы, я обо всем позабочусь, и у нас хорошие отношения, давай будем жить там. Мы снимем кондо недалеко от Давао, в твоем родном городе. Они собрали вещи, переехали, сняли кондо недалеко от Давао. Кондо было больше, чем их прошлое, поэтому это даже было улучшением их жизни. Далее настала обычная жизнь, вечера вместе, хорошо время проводили, просто обычная семейная жизнь. Эд занимался своими делами, Мэри стала домохозяйкой, готовила еду, убирала и делала прочие домашние дела. Заботилась об Эде и о своей дочке, а Эд закрывал все финансовые потребности. Дочка пошла уже в новую школу, должна была только учиться, все было отлично. Настал июнь 2025, и Эд решил, что такая жизнь не для него. Он не хочет быть связан с одной женщиной. Ему также не нравилось жить с ее ребенком. Он хотел что-то другое. Он решил закончить эти отношения. Он и Мэри начали ругаться, обсуждать разные вещи, ну и все стало не очень хорошо. В один день они очень сильно поругались, и Мэри отвела дочку в школу рано утром и пошла навестить своих родственников. И что сделал Эд? То, чего вам не следует делать на Филиппинах. Сейчас мы немного поговорим о законе на Филиппинах, также известном как Republic Act 9262. Это закон о борьбе с насилием в отношении женщин и их детей. И далее начинается самое интересное. Эд взял и сложил все их вещи в мешки для мусора, коробки, и все, что он нашел, все туда запихал. Он спустил все вещи вниз на рецепцию кондо. Он показал работнику рецепции договор аренды. В договоре аренды была указана только его фамилия и имя, поэтому только он может жить в этом кондо, никто больше не может войти туда. Он пошел обратно к себе, позвонил хозяйке этого кондо, сказал, что собирается поменять замки. Она согласилась и сказала, что он сам за это заплатит, но должен дать ей ключ. И Эд поменял замки в своем кондоминиуме. Не во всех кондо, кстати, разрешено менять замки, но и такое бывает. Мэри с дочкой пришли вечером домой, и работник не пустил их в кондо. «Простите, мэм, вы не можете пройти», вот что ей сказали. Представьте картину. Женщина 38 лет приходит после школы с 10-летней дочкой. Ей говорят: вы не можете пойти к себе домой, так как вы больше нежелательный жилец здесь. Работник ресепшена позвонил в полицию, и приехали полицейские. Пока выясняли все обстоятельства, в конце концов позвонили в Department Social Welfare, по сути в социальную службу. Позже приехали уже сотрудники из департамента этой социальной службы и помогли Мэри и ее дочке собрать вещи и отправили их в шелтер, и они провели там ночь. Сотрудники полиции поднялись наверх пообщаться с Эдом. Они спросили, что вообще происходит и почему Мэри не может попасть в квартиру. Эд показал сотруднику полиции договор аренды и что только он живет в этой квартире и никто больше. Он объяснил, что они расстались и он больше не хочет, чтобы она здесь жила. Он сложил все ее вещи внизу, поэтому она может забрать эти вещи и делать, что хочет, и идти, куда хочет. Полицейский спросил: а вы уверены, что вы хотите это сделать, сэр? Эд ответил: да.
Сотрудники полиции развернулись и ушли, Эд закрыл дверь. Он думал, что это конец истории, но это было только начало. Это не был конец, о чем узнал Эд, когда сотрудники полиции пришли на следующий день, они постучали в дверь и затем арестовали его. У них был орден на его арест, и его забрали в полицейский участок. Орден был о нарушении этого закона, о борьбе с насилием в отношении женщин и их детей. Эд провел ночь в полицейском участке, и на следующий день он нанял адвоката, заплатил залог и вышел и пошел домой к себе в квартиру. И это где сейчас эта история продолжается. Мэри с дочкой жила в шелтере вместе с разными людьми, и, честно говоря, это не самое лучшее для матери с ребенком. Но это было единственное место, где она могла остаться переночевать. Когда она узнала, что больше не может там находиться, было около 6 часов вечера. Когда приехала полиция, достоверно неизвестно, но скорее всего позже 7. Мэри было стыдно, и она почувствовала себя униженной, лишенная места, где она жила, финансов, по сути лишена всего. У Эда было все: кондо, деньги на жизнь, еда и все остальное. Он просто оставил ее на улице без ничего, кроме сумок с ее вещами и вещами ее дочки. Социальная служба выясняла все эти моменты, и в конце концов они подали на него заявление согласно нарушению этого закона. Сейчас до сих пор проходит процесс, и адвокат говорит, что он может сесть в тюрьму за все, что он сделал. Если суд признает его виновным, он может провести в тюрьме от 6 месяцев до 12 лет. Тут все зависит от судьи, как рассмотрит это дело. На Филиппинах довольно небыстро проходят суды и всякие разные рассмотрения, но это серьезное нарушение закона. Когда они только познакомились, Мэри жила отдельно в Сибу, у нее была работа, она сама обеспечивала и себя, и дочку, и даже помогала родственникам. Эд предложил все бросить и переехать к нему. Итог. У Эда теперь расходы на адвоката, ему грозит тюрьма и будет суд. Он не может уехать из страны. Ему может грозить немаленький срок в тюрьме, а также большая компенсация Мэри и ее дочке. Считаю абсолютно ненормально, когда человек решил вступить в отношения, женщина оставила свою работу, переехала, доверилась этому мужчине, он просто потом выгнал ее на улице, когда она ему надоела. Я считаю это неадекватно. Поэтому в любом случае суд признает его виновным, дальше уже вопрос об наказании, компенсации и остальной ответственности. Что можно было сделать на месте Эда? Ну, если представить себе, что у вас возникла такая ситуация. Ну, во-первых, если у вас конфликт, и ты хочешь, чтобы девушка от тебя съехала, особенно если у нее есть ребенок, вам придется по-любому договариваться. Либо они возвращаются туда, откуда приехали, и ты помогаешь им обустроиться, оплачивая расходы вроде билетов, аренды жилья на пару месяцев и прочего. Либо они остаются в своем родном городе, и можно сделать то же самое. Вплоть даже найти самому себе временное жилье, а им дать 2-3 месяца решить все вопросы, оплатив аренду этой квартиры, ну и на продукты. В 99% никаких проблем бы не возникло. Поэтому, если у вас случилась такая ситуация, и вы решили разойтись со своей сожительницей, лучше сходите сначала к адвокату, уточнить, как это можно сделать, чтобы потом не возникло подобных проблем, если договориться не получается. Поверьте, несколько приемов у адвоката обойдутся на порядок дешевле, чем влететь в такую историю, которая потенциально может закончиться тюрьмой и гораздо большими расходами. Что вы думаете об этой истории? Напишите в комментариях. Я планирую делать еще видео на подобную тематику, напишите, что вам бы еще интересно было увидеть. И увидимся с вами в новых видео. Пока!